Счастье, счастье, счастье запускаем. Счастье запускаем вместе. Достоинство гороскопа. Конечно, скорпионы. Запускаем счастье вместе, а это большая сила, когда вместе запускаешь счастье. В 23-й год. Ну и мы с вами пройдемся по 23-му году, который могу сказать подарок. Подарок. Вы не ослышались. Подарок. Не год, а подарок. Да, скорпионы? Хотите дальше слушать? Подарок. Итак, мои хорошие, начинаем, конечно же, начнем. Ну, как правило, начинается всегда, я начинаю свои видео всегда с управителей. Но мы начнем с вами с Меркурия, потому что, да, Меркурий это не ваш управитель, но у вас слово не расходится с делом. Слово, которое режет иногда, а слово, которое лечит, вскрывает какие-то раны. Для чего? Для того, чтобы вылечить. Поэтому, конечно, для вас Меркурий это мощь, это сила. Несмотря на то, что Меркурий это не ваш управитель. Начинается год с ретроградного Меркурия и заканчивается год ретроградным Меркурием в Козероге. Очень знакомо вам положение Меркурия в Козероге, оно знакомо вам. Ответственный, стабильный, серьезный, чуть-чуть подозрительный, потому что проверяет, контролирует. Острый, умный, любознательный, вдумчивый, наблюдательный. То же самое, чем и обладают также скорпионы. Сразу, что год о чем говорит нам? Сразу вот год, потому что любой человек, любая жизнь состоит из мыслей, то есть из Меркурия. Поэтому, конечно, мы сразу смотрим, из чего мой год, какие мысли будут состоять. О чем этот будет год говорить, конечно. Четко, ясно, конкретно проверять, проконтролировать, любопытно, интересно и очень самостоятельно. Это ответственно. Вот так вот какой год, который делаешь какое-то дело, встречаешь каких-то людей на работе, но то все надежно, ответственно, конкретно, ясно, четко, понятно. Бог времени, потому что Меркурий находится там. То есть все абсолютно в теме, все абсолютно соответствует. Очень такой собранный год. Вот не размазня, ты не понимаешь, что происходит. Он как-то собран. И вот это собирает вот таким образом Меркурий. Вкратце говорю, Точно, точно. Итак, дальше вкратце про Меркурий. Венера. Мы подберемся к вашим управителям. Венера. 27 января Венера в этом году сделает ретроградность. То, что не часто бывает с Венерой. Венера не часто, она в 2,5 года раз делает ретроградность. В этом году она делает ретроградность. Но 27 января, то есть в самом начале года, Венера будет находиться в самом экзальтированном положении, в самой лучшей, наилучшем своем, в наивысшей точке, там, где она будет находиться, в знаке зодиака Рыбки. Что для вас вот эта экзальтация? И почему на ней заостряю внимание? Потому что она у вас будет находиться в секторе радости, счастья, удовольствия, любви, подарков, романтики, отношений. И плюс ко всему находится в Рыбке в водном знаке, то есть в вашей стихии. Поэтому, конечно, вы это сразу будете чувствовать. Оно витает в воздухе. Вы даже еще, может быть, даже еще не осознаете, не понимаете, но это уже приближается, это витает в воздухе. Знакомства. Причем, знаете, такие знакомства, кто-то познакомит, даже этого не желая. Вот кому-то зашли, приехали, кого-то встретили какую-то знакомую, она со своим братом.
встретили, пошли там соседки что-то помочь, а там пришел какой-то сервис, делают, что-то делают, переделывают или что-то там, кого-то встретили. Это вот оно витает, вот хоть куда. В магазин зашел купить, я не знаю, какие-то продукты, глаза в глаза встретились, вот что-то такое происходит, оно витает в воздухе для вас. Радостью, счастьем, удовольствием, наслаждениями. Это ты принимаешь участие в каких-то дебатах, которые тебе удовольствие доставляют. Вот ты там в центре внимания. Ты что-то такое говоришь, что людям интересно, они это слушают, они это слышат. Ты отправил свои какие-то изделия или какие-то свою работу, ты как где-то себя прорекламировал, туда многие отправили свои изделия. Именно ты получаешь, вот ты участвуя в этом конкурсе, ты получаешь какой-то важную там премию или выставляют тебя, выделяют тебя, дают тебе какой-то шанс выставить свои где-то работы. То есть оно заметно-незаметно, но оно витает в воздухе. Венера в экзальтации находится в знаке зодиака Рыбки, а это у вас 5-й сектор, сектор вот таких удовольствий, которыми вы будете получать и получать и получать. А также Венера всегда материальна, вы знаете, всегда материальна. Плюс ко всему, это все материализуется, это все превращается. Ты где-то проходил интервью, да, там многие проходили интервью, может быть там 100 человек на место, но тебя взяли. Тебя взяли, и у тебя сразу оклад. Мало того, что тебя взяли, так и тебе еще такой оклад повысили. То есть, если тебе где-то ты в какой-то вуз тебя принимают, тоже какой-то конкурс проходишь, там отсеиваются люди, ты и ты. И везде вот таким образом оно будет в воздухе в течение года витать. Ну и теперь с вами подойдем, конечно же, к вашим управителям. Итак, ваш управитель Марс и Плутон. Марс и Плутон. Марс до 12 числа будет находиться в ретроградном движении. Тоже год начинает с ретроградного движения Марс. Любая ретроградность любой планеты – это всегда в плюсе. То есть ты что-то продумываешь, ты что-то возвращаешься, делаешь какую-то проверку, ты что-то, может быть, даже находишь, что ты где-то не так сделал, где-то можешь исправить. То есть у тебя есть шанс еще раз, если даже в учебе ты еще раз укрепляешь свои знания какие-то. Так как Марс будет ретроградный по знаку зодиака Близнецы, то эта ретроградность очень ментальная. Ты что-то проверяешь, какая-то документацию, какие-то ты проверяешь свои все оплаты, которые тебе сделал. Ты делаешь какие-то бухгалтерские, ты смотришь. Да, в прошлом году у нас с банком была вот такая договоренность, были такие проценты, почему я сейчас вот в этом месяце, почему они мне присылают бумагу, что я должен со следующего года столько-то платить. То есть ты возвращаешься, настолько будет хорошая, здоровая энергия, что-то туда вернуться, что-то туда исправить, добавить, выяснить, какие-то сделать необходимые движения, Марс-движения, для того, чтобы это все проконтролировать. Следующий, конечно, Марс в ретроградности, тем более по Близнецам, это всегда возвращение каких-то бывших отношений. Ну, я уже говорила в каких-то своих видео, что, как правило, скорпионы не возвращаются в бывшие отношения. Ну, не возвращаются как-то так. Ты можешь общаться, но вот так вернуться, как это вернулось, как это было, потому что скорпионы как-то переворачивают страницу, закрывают, отрезают. Кто как это выражает. Кто-то говорит, я отрезал, кто-то говорит, я страницу перевернул, кто-то говорит, я вычеркнул из своей жизни. То есть ты общаться можешь все, но вот то, что скорпион посвятил каким-то отношениям, больше это, как правило, не возобновляется. То есть вот такой дать еще раз шанс не бывает. Но появляются те, кто были в прошлых отношениях, делают какие-то попытки, делают какие-то знаки того, что можно было бы и вернуть эти отношения, но толку от этого не будет, все равно скорпион эти отношения закончит, может вернуться в те отношения только для того, чтобы закончить так, как я хочу. То есть все равно этим отношениям шанса, как правило, не бывает. Но еще раз говорю, это
Общая такая информация, поэтому по-всякому бывает. Итак, Марс до 12 числа находится в ретроградности, затем будет в прямом движении, и тоже самое сильное и наивысшее его положение будет с 13 октября по 25 ноября будет Марс находиться у себя дома. Это очень сильное положение Марса в этом году, потому что он заходит тогда, когда начинаются ваши дни рождения. Ну, он с 13 октября, то есть все равно с конца с 22 октября начинаются ваши дни рождения, и по 25, а у вас по 22, и он полностью находится там, где будет находиться Солнце с Марсом вместе. Марс будет находиться, это очень сильное для вас положение, это идет по первому сектору. Те отношения, которые до этого у вас сложатся, а скорпионы обязательно в этом году, это очень сильно, это прям пика того, что те скорпионы, которые одиноки, встретят своего человека, те отношения, которые разродятся, вот именно вот такая сильная фаза будет в ноябре, октябрь, ноябрь месяц, когда у вас Марс будет делать транзит по вашему знаку. Те скорпионы, кто в паре, тоже ваши отношения. Скорпионы, которые в паре, ваши отношения всегда немножечко все равно имеют такую сексуальный подтекст. Да, у всех так, у всех, но не у всех, у скорпионов особо. Поэтому вот эти отношения, где уже в паре, где уже сложились, они как-то немножечко что-то волнительно, тревожно, такая очень сильная, хорошая, здоровая энергия. И, кстати, если кто-то мечтает и хочет стать еще раз родителями, например, то это очень сильная пора для того, что вот сама энергия меняется. Марс находится у себя дома, в своей обители, и еще плюс там вместе с Солнцем. Солнце там же находится. Это очень сильное положение Марса, поэтому, конечно, здесь большой шанс для того, чтобы стать родителями. Кто-то второй раз, может быть, хочет стать родителями. То есть период очень сильный, и энергия сама будет очень сильная. Конечно, мы об этом аспекте будем говорить поближе туда, когда он будет там находиться. Плутон. Плутон меняет знак. Плутон меняет знак. 11 июня Плутон выделяется в знак зодиака Водолей. Когда для скорпионов, конкретно для скорпионов, когда Плутон меняет знак, это приходит, Плутон мужчина. Плутон мужчина. В твоей жизни появляется мужчина. Всегда, когда идет знак. Для мужчин это появляется женщина. Но женщина очень стабильная. Она очень сексуальная, закрытая, тайная. Она такая, как, знаете, не сказать, что она с такими очень сильным характером. Да, сильным характером. Но во всей в этом образе женщины есть тайна. То есть именно только для скорпионов так работает, потому что это ваш управитель. Плутон меняет знак, кто-то появляется в вашей жизни. Для женщины появляется мужчина, для мужчины появляется женщина. В том случае, если эта пара уже есть, появляется человек, который что-то внесет в вашу жизнь. Это может быть кто-то, какой-то вышестоящий орган, ну вот может в министерстве вас куда-то туда, кто-то проталкивает, ну вот кто-то появляется, кто вам дает очень хорошую, сильную поддержку. Появляется Плутон в вашем секторе семейном, секторе семьи, дома. Расширяется жилье, видоизменяется жилье, приобретаете большое какое-то изменение, либо покупка, либо продажа своей недвижимости. Это всегда идет на капитальное, основательное, лучше то, что у тебя было, надежнее то, что у тебя было. Если там ты жил, у тебя домик был, ну, в каком-то таком месте или уже по возрасту очень такой дом, вот ты меняешь на более капитальный, более основательный. Если ты в квартире, ты расширяешь эту квартиру, ты ее увеличиваешь, она как капитальный, основательнее делается. То есть это может быть и ремонт своего жилища, это строительство, это покупка, это продажа, это все, что связано
с капитальным таким основательным местом пребывания, местом проживания, где будет очень защищено и надежно. Возможно, женщина замуж выходит и вот попадает в такое вот в защиту, в надежность. Мужчина женится и создают вот такие условия. То есть вот таким образом Плутон будет находиться у вас и долго будет, очень долго. Плутон медленная планета. И когда переходит в другой знак, идет по самым сильным и самым лучшим градусам. Эти градусы никогда не бывают разрушительными. Эти всегда градусы на созидание. И созидание находиться будет в знаке зодиака Водолей. Это все равно для Плутона это легкая позиция. Это новаторство, это видоизменение капитального характера. Вот не поверхностно, не быстро, не молниеносно, а основательно, капитально полностью меняется твоя подарок. Вот жизнь меняется, приобретает для Скорпиона в большой степени это отвечает за сексуальное удовлетворение. Вот это не обязательно даже вот физически сексуальное удовлетворение, это и ментально. Вот у тебя такое удовлетворение в тебе в голове, вот удовлетворение ты получаешь, что тебе вот находиться в том месте, то, чем ты занимаешься, тебе такой, так же, как вот на физическом ты получаешь удовлетворение, вот так же ты на ментальном. Ну, подарок, еще раз говорю, год этот подарок. 20-го, ой, надо переключаться дальше. Что, будет 4 затмения в этом году? Это абсолютно нормально для года. Мы с вами пережили 6 затмений, и они были очень... И 5 затмений пережили. В этом году будет 4 затмения солнечных, 2 солнечных, лунных. Ну и 2 и лунное затмение, и заканчиваться осеннее лунное затмение тоже. Где у вас происходит, мои хорошие? В секторе семьи, брака и личности, своей личности. Ну что, мои хорошие, подарок. Еще раз говорю, подарок. 5 мая лунное затмение в Скорпионе в 1 секторе. Личность. Личность. Ты чем-то занимаешься, ты чем-то увлечен. Или то, что ты, чем ты занимался и чем ты увлекался, оно приносит тебе удовлетворение. Меняешься полностью, твой меняется имидж. Ты превращаешься... Вот эта птица Феникс, которая уже на хорошем подъеме, потому что мы с вами говорили, что когда в Козероге на последних градусах Плутон, это на созидание, это уже поднимается эта птица. Она поднимается, и когда заходит в знак зодиака Водолей, этот подъем остается. Первые 11 градусов, это только идет на подъем, он уже на подъеме. И идет на подъем, на подъем, на подъем, на подъем. Потом пойдут разрушительные градусы. Это всегда вы про это знаете, вы с этим рождены, вы знаете, что такое Плутон. Но пока вот этот именно захватить вот этот вот момент, и это у вас в 1 секторе. Вот и меняется, человек меняется. И всегда для Скорпиона это сбрасывает 20 лет, сбрасывает килограммы, сбрасывает какие-то свои тяжести, которые ты нес, даже какая-то ответственность, она сбрасывается, потому что она уже не требует этой ответственности. Она уже не нужно за кого-то, за что-то нести ответственность. Она уже не нужна, эта ответственность. Ну, великолепное лунное затмение 5 мая, а 28 октября будет следующее лунное осеннее затмение в вашем 7 секторе брака. Все, что зародится, оно в течение до октября месяца, все, что зародится, оно превращается, вот создается, превращается в семью, в дом, в покой, в удовольствие, пополнение, семья, дети. Вот как-то все вокруг этого. Ну, что тут еще сказать? Иммиграция может быть, потому что солнечное затмение, которое будет 12 октября, оно будет у вас в закрытом секторе, секторы иммиграции, секторы тайны. Тайна для вас не то, что какая-то тайна откроется для вас, а вы для кого-то будете вот эту тайну, что-то не договаривает, она что-то не рассказывает, он что-то скрывает. Это вот для людей так кажется, что вот так себя ведет Скорпион. Никто ничего не скрывает, это свойство Скорпиона. Вы не захотите кричать про этот подарок, про это счастье, не захотите.
Не потому, что скрывать что-то, а просто Скорпиону это не надо. Делиться этим счастьем, не нужно. Да, и такой, конечно, это вот, груз обязательств какой-то уходит, но не потому, что ты его бросаешь, а потому, что он в тебе эти обязательства не нуждается никто. Тоже будем говорить поподробнее. Ну, Юпитер. Следующее Юпитер. До 17 мая Юпитер идет по одному сектору, идет по сектору по шестому. Это большие достижения на работе и все, что связано со здоровьем. Перемены большие, удача, успех, карьера поднимается, профессиональный взлет, расширение своей какой-то компании или своего вида деятельности. Даже приобретение, кто-то такой вот офис для себя приобретает, такой офис, где, может быть, это в твоем же жилье, но у тебя есть офис, капитальное, что-то видоизменяется здесь до 17 мая. А после 17 мая до 26 мая 24 года. С 17 мая 23 года по 26 мая 24 года Юпитер будет находиться в вашем подарок в секторе брака, в секторе семьи, в секторе личной жизни. Посмотрите, подарок. Во-первых, будет находиться в знаке зодиака Телец, вы на одной линии, на одной оси, как будто бы он находится у вас. Громко об этом не говорю. Подарок. Юпитер принесет, Юпитер сделает свое дело. Так, мои хорошие, следующее, по времени просто смотрю. Следующее, Сатурн, конечно же, Сатурн. И опять и снова, и опять и снова. Счастье всегда со мной и вокруг меня. Счастье всегда со мной и вокруг меня. Счастье всегда со мной и вокруг меня. Сатурн тоже бог времени. Вы со временем в ладу. Вы очень знаете, что такое время. Вы уважаете время. Вы свое время очень уважаете и уважаете чужое время. Как правило, скорпионы не опаздывают. Как правило, скорпионы держат то, что ты пообещал, держат свое слово. Поэтому, конечно, Сатурн меняет тоже знак. Сатурн меняет знак, делает транзит в знак зодиака Рыбки. Ваша стихия, опять ваша стихия. В марте месяце. И по какому сектору идет? Опять по сектору счастья, радости, удовольствия, наслаждения, подарки, встречи, романтика, влюбленность. По этому сектору у вас идет. И вот представляете, сам по себе, он же серьезный, Сатурн. Это же гигант. Это ж тут тебе не разогнаться. Но не в случае со Скорпионом, потому что вам вот эти флирты, вот эти вот всякие там ужимки, это вообще не ваше. Сатурн здесь в абсолютном взаимодействии, и он такой роскошный трин выстраивает на протяжении всего времени к вашему знаку. Это говорит о том, что Сатурн так поддержит Скорпионов вот по этому сектору. Скорпионы. Подарок. Начали мы с подарка и заканчиваем мы подарком. Что не транзит, что не аспект, что не появление где какой планеты. Подарок. И это только начало. Еще 3 года есть, о которых мы с вами, конечно же, будем говорить. Ну что, мои хорошие, запускаем счастье вместе. Счастье всегда, счастье всегда со мной, вокруг меня. Запускаем это счастье, конечно же, в форме любви. Крепко его держим и в течение всего года пестуем это состояние. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Конечно же, такой капитальный лайк от достоинства гороскопа. Бесконечно вас уважаю и люблю.